Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узорчиков очень много, и для того, чтобы вы не растерялись, узорчики собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Ну а своим постоянным зрителям, своим подписчикам, мастерам-мастерицам огромнейший привет, слова благодарности, много разных стран, много разных городов. Сижу, перевожу с переводчиком, очень здорово, спасибо огромное, очень приятные теплые слова, очень приятные комментарии. Спасибо вам большое. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Сегодня в моей палитре появился вот такой вот цвет, очень интересный, так скажем, персиковый. Возможно, на камеру немножко срозова, а так он в реальности он ближе к нежно-нежно-оранжевому. Итак, что же это за ниточки-то? Ярнард Супер Перле называются. Девчата, кто умеет правильно произносить, если что, пишите в комментариях. Так называют век живи, век учись, да? Итак, ниточки. Ниточки. Это стопроцентный акрил. В 100 граммах 400 метров. Текстура такая очень интересная. Видите, такая скрутка у ниточек. Они очень-очень интересные. Так, пока не пропустила цвет 37 непосредственно этот вот нежно-нежный персиковый. И что нам здесь говорит производитель по поводу крючка? Он говорит, берите крючок 3 миллиметра. Видите? Вот, мы берем 3 миллиметра. Я данную пряжу вяжу этим крючком 3 миллиметра. Получается очень-очень шикарно. Итак, сегодняшний узорчик. Я прилагаю схемку. Схемка немножко бледненькая, но читабельная. Так что смотрите схемку, наблюдайте за руками, слушайте голос, да? Итак, схемку прилагаю, кому необходимо будет продублировать, продублирую в Инстаграме. Схемка несложная. И кто знает, ну, давно на канале знает, да, что я делаю небольшие образцы, ну, в районе 30 петелек. У нас сегодня раппорт нашего узорчика будет 12 петелек, и мы с вами, получается, я хочу набрать, получается, 3 раппорта, и по краям хочу сделать опять, как в предыдущих узорчиках, хочу сделать так, ну, назовем их кромочные, да, столбики, таких нету в вязании крючком, но назовем их кромочными, ну, чтобы краешек был ровненький. Вот, итого, в общем, получается, набираем 41 воздушную петельку. Давайте начнем с нежно такого персикового, очень интересный. Итак, все как всегда. Мы с вами, получается, набираем, сейчас найду кончик. Вначале делаем мы петельку фиксации. Так, сделали. И мы ее, получается, при наборе петелек не считаем. Угу. Итак, а теперь 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. А теперь смотрите, по схемке много воздушных петелек. И чтобы новички не запутались, да, в воздушных петельках, я всегда рекомендую начать непосредственно наше вязание с дополнительного ряда. Мы его сделаем из столбиков с накидом. Ну, я буду делать, вы можете сделать столбики без накида, полустолбики. Я буду делать столбики с накидом. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее, смотрите, считаем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, 3, аккуратненько, внимательно, 4, 5, накид, и в 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2, 2. Это и есть столбик с накидом. Вот, провязали, точно так же ныряем в следующую петельку, вытягиваем ниточку, опять провязываем 2 петельки, 2 петельки. И точно так же в каждую петельку нашей цепочки, нашей косички, мы провязываем столбик с накидом. Если вы набирали точно так же, как и я, 41 воздушную петельку, значит, у вас должно быть получиться столбиков 41. То есть то количество петель, которые вы набирали, такое же количество столбиков. Угу. Чтобы у вас узорчик не ушел ни вширь, ни наоборот не сузился. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти вот, мы тоже считаем. Это получается имитация столбика. То есть вот сейчас я набрала, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Угу. Все, и вот так вот до конца ряда аккуратненько. В конце ряда я вас встречаю, переключаемся на узорчик. Давайте. Итак, смотрите, вот получается мы провязали нашу дорожку. Да? Вот такая вот интересная, смотрите, структура, видите? Такая вот ниточка интересная, тактильно, очень приятно. Итак, что делаем дальше? Я хочу начать непосредственно узорчик, да, и начать его новой ниточкой, например. Меняю цвет. Вы можете менять, можете не менять, да?
Смотрите, показываю для новичков. Распускаю вот так вот одну петельку, 2 петельки на крючке оставляю. И как я ввожу ниточку? Вот последние 2 петельки столбика, неважно какой столбик, с 2 накидами, с 3, с 1 накидом, вот именно 2 последние петельки я провязываю новым цветом. Раз, и провязала. То есть я ввела новый цвет, здесь его еще в этом ряду не видно, но он уже в процессе вязания есть. И далее по узорчику сколько необходимо воздушных петелек. В моем случае должно быть 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Подтянули персиковую вот такую вот, подтянули беленькую. Все, видите, незаметно присоединили. Поворот. И здесь я, получается, первые 2 вот этих вот столбика я провяжу столбиками с 2 накидами. Это у нас как бы, ну, у меня будет кромочный, да, то есть это моя такая прихоть. Я хочу сделать ровный краешек. Вот. Вот таким вот образом. Провязала столбики. Вы можете провязывать их, да, кромочные, можете не провязывать. Далее приступаем непосредственно к самому узорчику. Делаем 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. Теперь пропускаем 4 столбика в нижестоящем ряду. Раз, 2, 3, 4. Ныряем в 5. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Оп, все, столбик без накида готов. Воздушная петелька. И здесь столбик пропускаем. В следующий столбик опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Видите? Вот. Дальше. 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. В нижестоящем ряду пропускаем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. Вот в этот вот 5 будем нырять столбиком с 2 накидами. Сделали 2 накида. Ныряем в 5 столбик, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, не до конца провязываем. Стоп. На крючке осталось, получается, у вас вот 2 петельки. Опять 2 накида и сюда же, в этот же столбик, ныряем, вытягиваем ниточку, опять провязываем 2 петельки, 2 петельки, стоп. И получается потом, когда 3 петельки на крючке, провязываем вместе. Раз и провязали. Понятно? Идем дальше. 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. Опять пропускаем в нижестоящем ряду 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. В 5 ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. Есть. Воздушная петелька. Здесь пропускаем столбик. Следующий столбик опять ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. Понятно? Вот у вас получится вот такая вот красота. Получается, в самом начале, да, в самом начале, это после как бы вот один столбик, да, вот тут из 2 столбиков, получается, мы только провязали здесь 1 столбик. Видите, вот такая вот раз арочка большая, маленькая, большая, большая, опять маленькая, то есть опять будет сейчас большая. Раз, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. 4 столбика пропускаем. Раз, 2, 3, 4. И в 5 ныряем, делаем столбик с 2 накидами, провязываем не полностью. 2 петельки, стоп, 2 накида, сюда же, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Вот, 3 петельки на крючке провязали вместе, оп, понятно? Опять 5 воздушных петелек, раз, 2, 3, 4, 5, пропускаем 4 столбика, раз, 2, 3, 4, в 5 ныряем, провязываем столбик без накида, воздушная петелька, 1 столбик пропускаем, следующую 5 ныряем, столбик без накида. 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. И смотрите, получается, пропускаем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. И вот у нас остаются последние 3 столбика, да. Один получается столбик с 2 накидами. Мы провязываем как по узорчику. 2 петельки полностью. Оп. А последние вот эти 2 столбика, это как бы, ну, моя прихоть. Это будут кромочные. Вот. Вы можете точно так же провязывать, как я, а можете просто вязать четко по узорчику. Вот. Понятно? По итогу что получается? Вот. С одной стороны и с другой стороны вот такие вот ровные краешки из столбиков с 2 накидами. А здесь вот такие вот горки. Такие вот качельки. Следующий ряд мы будем провязывать точно так же этой же белой ниточкой. Давайте вместе с вами. Итак, делаем, получается, воздушную петельку, поворот. И сюда же, где только что сделали воздушную петельку, ныряем сюда же и провязываем столбик без накида. Раз. И получается у нас здесь 2 столбика. Мы точно так же их провязываем по столбику без накида. Столбик без накида и столбик без накида. Все. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2.
2 накида. И вот помните у нас, да, была такая вот маленькая-маленькая арочка из одной воздушной петельки. Ныряем непосредственно в эту арочку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами, то есть провязываем здесь в этом случае до конца. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Далее воздушная. Опять 2 накида. Нырнули в эту же арочку, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Воздушная. Опять 2 накида. Сюда же третий раз ныряем, то есть у нас будет третий столбик с 2 накидами, провязали его, воздушная петелька и последний, четвертый столбик, ныряем сюда же, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с 2 накидами. Вот, ну, как бы такой вот веерочек, да, образовался. Далее 2 воздушные петельки и переключаемся вот на вот эти вот 2 столбика с одной верхушкой. Цепляемся за верхушку, провязываем столбик без накида. Вот, это тот самый столбик без накида, который мы провязали вот здесь. Все, то есть дальше будет повторение. 2 воздушные петельки и провязываем 4 столбика с 2 накидами вот в эту вот арочку. Итак, 2 накида, нырнули в маленькую арочку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, раз столбик, воздушная. Опять 2 накида, нырнули сюда же, вытянули ниточку, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, это второй столбик, воздушная петелька, 2 накида, третий раз сюда ныряем, провязываем по 2 петельки, третий столбик, воздушная петелька, опять 2 накида и четвертый раз. Поняли, да? Вот. Опять у нас образовался такой вот веерочек, 2 воздушные петельки и присоединяемся опять к вот этим столбикам с одной вершинкой и провязываем столбик без накида. Понятно, да? Вот. И таким вот образом провяжите до конца, так, и в конце, получается, над этими 3 столбиками провяжите 3 столбика без накида. И здесь я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, у вас такая же красота. Так, не забыли 3 столбика без накида здесь провязать. И смотрите, сейчас я хочу переключиться на новую ниточку. Вы можете продолжать этой же ниточкой, вы можете переключиться на первый цвет, вы можете переключиться на третий цвет. То есть это вообще на ваше усмотрение, как захотите. Смотрим еще раз, как мы переключаемся на ниточку. Вот, я провязала, да, полностью столбик. Вернусь немножко назад. У меня здесь столбик без накида. Помните, я говорила, оставляем 2 петельки на крючке, вне зависимости какой столбик. И вот эти последние 2 петельки, смотрите, я подтягиваю персиковую, да, и провязываю персиковую. Оп. Персиковую сильно не тяну, а то край у меня затянется, зажулькается, будет некрасиво. А беленькую подтянуть могу. Вот. И далее у меня по узорчику идет 1 воздушная петелька. Поворот есть. И далее, смотрите, я опять сюда же ныряю, в этот же столбик, и провязываю столбик без накида. Раз. И следующие мои столбики точно так же. Столбик без накида. 2. Столбик без накида. 3. И вот здесь вот по узорчику я буду повторять полностью первый ряд, но с небольшим смещением. Поэтому смотрите, я ныряю вот в эту арочку из 2 воздушных петелек, оп, и провязываю еще 1 столбик без накида. Есть. Далее 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И вот у меня получается как бы вот 4 столбика, да, но получается 3 арочки. Первая, вторая и третья. Вот в центральную я намечаюсь. Итак, 2 накида, в центральную, получается, арочку нырнула, вытянула ниточку и провязываю 2, по 2 петельки. 1, 2, все, стоп. То есть я провязываю столбик с 2 накидами не полностью. Еще раз, 2 накида, сюда же ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю 2 раза по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, стоп. Когда на крючке 3 петельки, я их провязываю вместе. Оп, помните, да, как мы делали в предыдущем ряду, вот здесь вот. Это то же самое. Итак, опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь смотрите внимательно. У нас здесь был 1 столбик, да, без накида. Так вот, мы перед столбиком в арочку ныряем и провязываем столбик без накида. 1. Далее воздушная петелька. И ныряем в следующую арочку, получается, после столбика. Столбик без накида. Поняли, да? Вот точно так же, как мы делали здесь. То есть здесь у нас будет вокруг столбика будем кружиться. Все. Опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И будем провязывать столбики с 2 накидами вот в эту центральную арочку. Да? Первая, вторая, третья. Во вторую. Давайте справитесь. До конца точно так же провяжите самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, провязали до конца ряда. И здесь как мы заканчиваем. Помните, да? То есть мы перед столбиком, как вот здесь вот, да, делали после столбика. Здесь будем перед столбиком. В арочку нырнули и провязали столбик без накида. 1. И оставшиеся все столбики, да, 1 столбик у нас по узорчику идет, а 2 это Олина инициатива, да. 1. И последний столбик. Все. Вот так мы закончили ряд
То есть точно так же провязываем, как и первый ряд. Теперь будем провязывать точно так же, как и второй ряд. Только смотрите внимательно, тоже будет смещение получается. Итак, делаем 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И вот эти вот, да, наши столбики, опять же провязываем столбиками с двумя накидом, чтобы все было одинаково, все было ровненько. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять 2 накида и следующий столбик. Точно так же 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И смотрите, у нас здесь получается должен быть вот такой вот большой веерочек, да, состоящий из 4 столбиков с двумя накидами. Но так как здесь половинка у нас должна вместиться, получается мы провязываем еще только лишь 2 столбика. Смотрите, вот сюда, в основание этого же столбика, вот где мы только что провязывали, сюда же ныряем и провязываем столбик. Раз, два, три, воздушная петелька. И еще один столбик. Нырнули сюда же, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Понятно, да? А дальше точно так же, как мы провязывали в белом ряду. 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот прицепляемся к верхушке вот этих двух столбиков. Зацепились и провязываем столбик без накида. Есть. Опять 2 воздушные петельки. И переключаемся вот в эту маленькую арочку и опять провязываем 4 столбика с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, то есть столбики провязаны до конца. И между ними одна воздушная. Оп. Второй столбик сюда же. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька. Третий столбик сюда же с двумя накидами. Воздушная петелька. И четвертый столбик сюда же с двумя накидами. Вот наша арочка. Поняли, да? Вот. 2 воздушные петельки. Раз, два. И направляемся к верхушке вот этих двух столбиков. Нырнули в верхушку, провязали столбик без накида. И так далее до конца ряда. Поняли, да, принцип какой? Красота, красота. И не забудьте, что в конце ряда, да, вот в этом первом столбике, ну, между первым и вторым, получается, вы будете провязывать здесь пол веерочка. Угу. Но я вас здесь встречу, так что давайте до конца ряда здесь я вас встречаю. Итак, смотрите, вот получается, когда провязали полностью, да, дошли до последнего столбика. Я здесь говорила, что вас встречу. Смотрите, вот столбик без накида, 2 воздушные петельки. Вот у нас, видите, столбик получается. Раз, два, три, 4 столбики без накида. Так вот, во второй столбик ныряем и провязываем столбик с двумя накидами. Раз, воздушная петелька, столбик с двумя накидами. 2. И получается потом по узорчику просто сюда же делайте столбик без воздушной петельки. Вот. И заканчивайте ряд, если вы делали вот эти же, да, кромочные столбики. Точно так же, чтобы они были все одинаковые по высоте, вы их провязываете точно так же столбиками с двумя накидами. Красота. Но дальше я хочу переключиться на новый цвет. Если вы переключаетесь на эту же ниточку, да, на белую, переключайтесь. Если вы провязываете одним цветом, провязывайте одним цветом. Опять же, можете добавить остаточки, да, своих ниточек. Это может быть уже 4-й, 5-й цвет и так далее. Я возвращаюсь к первому, к белому. Видите, 2 петельки на крючке опять. И я провязываю их новой ниточкой. Сильно белую ниточку не тяну. Если я потяну, край затянет. Понятно? То есть он свободный, его не видно. Идем дальше. Уже белая ниточка. Видите, переключились. Можем персиковую подтянуть, белую не трогаем. Все, а теперь наша задача с вами провязать точно так же, как мы провязывали белый ряд. То есть мы делаем 4 петельки подъема, поворот, смотрим, да, вот наши столбики. Опять же, 2 столбика мы провязываем столбиками с двумя накидами. То есть здесь никаких сложностей. Раз, два, третий столбик. Есть. А далее, смотрите, по узорчику, получается, у нас шло 5 воздушных петелек, так? И мы присоединялись, получается, делали маленькую арочку. Вот, делаем здесь точно так же. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И помним, да, как мы присоединяемся. Вот наш один столбик, мы присоединяемся перед столбиком и после столбика. Перед столбиком у нас получается столбик без накида, воздушная петелька, и после столбика столбик без накида и так далее. Поняли, да? Принцип понятен? Вот, видите, переключаетесь вот сейчас вот на этот ряд, на белый. Дальше опять поднимаетесь 5 воздушных петелек. Вот такой вот столбик делаете из 2 столбиков с двумя накидами, с одной верхушкой. И опять опускаетесь 5 воздушных петелек, поднимаетесь и так далее. Обратно возвращаетесь, делаете вот эти вот веерочки большие. Опять возвращайтесь, веерочки, веерочки, веерочки. И переключаюсь я на персиковый цвет. И все то же самое буду повторять. То есть белый соответствует белому, персиковый соответствует персиковому. Уже не запутаться. Уже провязали, уже схемка перед вами, принцип понятен.
Давайте мы провяжем несколько рядочков, да, чтобы увидеть образец в полной красе. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот я провязала, да, еще получается раз, два, три, четыре рядочка и закончила. Смотрите, как ну, спокойно закрывается, да, то есть нет таких больших волн, то есть можно просто обычными столбиками с накидом закрыть, точно так же, как мы начинали, и получается красота. Итак, давайте замерим, что же у нас по итогу получается. Если мы набирали 41 воздушную петельку, так, если это же пряжа, это же получается крючок, такая же плотность вязания, я немножечко паром обдала, да, аккуратненько, ну 19,5 сантиметров. И здесь получается у нас на каждый ряд, на каждый цвет, вернее, да, по 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, тут 13 и 14, да, замерим. Ну и у нас получается 13 с хвостиком, да, сантиметров. Отлично. Смотрите, за счет того, что много воздушных петелек, да, узорчик, гляньте какой, он хорошо тянется. Это опять летние маечки, да, вставочки, возможно, какие-то там кофточки и так далее. Ну, естественно, что это палантинчик, да, летняя, возможно, кофточка, кардиганчик, смотря какие ниточки. Если ниточки будут потолще, да, это может быть классный колоритный снуд, например, да, либо это может быть шарф. Ну, идей море. Естественно, я жду от вас комментариев. Возможно, кто-то уже вязал данным узорчиком. Спасибо, что рассказываете в предыдущих видео, да, что вязали, что у вас получилось. Очень интересные идеи. Так что жду ваших комментариев, куда можно использовать данный узорчик. И надеюсь, видео вам понравилось, да. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, потому что впереди много новых интересных узорчиков. А также под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками». Нажимайте, делитесь в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.